Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео мы свяжем вот такой красивый ажурный узор, такие как ромбики, листочки, капельки, 3D узор, очень красивый. Вяжется тоже довольно-таки несложно. Так он выглядит с лицевой стороны. Он подойдет для вязания различного рода как плечевых изделий, так можно связать и палантин, шаль. Он легкий, воздушный. Также можно и ниточку разную использовать, и хлопок, ангору. Его изнаночная сторона. Раппорт узора у нас составляет 10 петель, высота узора 24 ряда. Образец у меня связан спицами 4 мм, а ниточка у меня здесь Ярнард Идеал. Вязать мы будем по схеме, которая будет в видео. Схема приведена на 21 петлю. То есть у нас получается 2 раппорта и 1 петля добавляется в конце ряда для симметрии узора. И плюс 2 кромочные. Вязать я буду тоже хлопковой ниткой. Спицы у меня 4,5 мм. Ниточка у меня здесь будет толще. Итак, первый ряд я провязываю просто изнаночными петлями, он установочный, и в дальнейшем считать я его не буду. А лицевую сторону мы начнем вязать с первого ряда нашего узора. Узор вяжется у нас в лицевом ряду, в изнаночном ряду. Петли провязываем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Первый ряд нашего узора. Так, кромочную петлю мы снимаем. Далее у нас изнаночная. Следующие 2 лицевые. Следующие 2 петли мы провязываем вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Переворачиваем спицы, чтобы петелечка была ровная у нас. Накид, лицевая, накид. Следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, далее изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная и кромочная. Второй изнаночный ряд. Петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Третий ряд. Кромочную снимаем, далее изнаночная, лицевая, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, далее 3 лицевые, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, следующие 2 вместе провязываем лицевой петлей с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная и кромочная. Четвертый изнаночный ряд. Петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Пятый ряд. Кромочную снимаем, далее изнаночная, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Следующие 3 лицевые петли провязываем одной лицевой. Для этого меняем местами первую и вторую петелечку. Одеваем сначала первую, а поверх первой одеваем вторую. И провязываем вместе одной лицевой петлей. Далее накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, следующая изнаночная,
Следующие 2 вместе провязываем одну лицевой петлей с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые провязываем вместе одной лицевой петлей, меняем местами первую, вторую петелечку и вывязываем одну петлю. Далее накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная. 6-й изнаночный ряд провязываем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. 7-й ряд кромочную снимаем, далее изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, далее лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, следующие 2 петли провязываем вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, кромочная. 8-й изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. 9-й ряд кромочную снимаем, изнаночная, дальше 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная и кромочная. 10-й изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. 11-й ряд кромочную снимаем, далее изнаночная, 3 лицевые, накид, следующие 3 лицевые провязываем одной лицевой петлей, меняем первую, вторую петлю местами, одеваем сначала первую, потом вторую, вывязываем одну лицевую петлю, накид, 3 лицевые, изнаночная, далее 3 лицевые, накид, следующие 3 лицевые провязываем одной лицевой петлей, так же как делали мы первый раз, первую петельку, а поверх вторую. Накид, 3 лицевые, изнаночная и кромочная. 12-й изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. 13-й ряд кромочную снимаем, далее у нас лицевая, накид, следующие 2 петли провязываем одной лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, переворачиваем петли, накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево,
2 лицевые, изнаночная, далее 2 лицевые, следующие 2 лицевые провязываем 1 петлей с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, 14 изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку, накиды изнаночными, 15 ряд, кромочную снимаем, далее 2 лицевые, накид, следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, следующие 2 вместе провязываем лицевой петлей с наклоном влево, далее лицевая, накид, лицевая, следующие 2 лицевые провязываем вместе лицевой петлей с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная, 16 изнаночный ряд, 17 ряд, кромочную снимаем, следующие 2 вместе провязываем 1 лицевой петлей с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, следующие 3 петли провязываем вместе 1 лицевой петлей, меняем местами первую, вторую петлю, и вывязываем 1 петлю, далее накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево, далее изнаночная, следующие 2 лицевые петли провязываем вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе провязываем лицевой петлей с наклоном влево, кромочная, 18 изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку, накиды изнаночными, 19 ряд, кромочную снимаем, следующие 2 лицевые, следующие 2 провязываем 1 лицевой петлей с наклоном вправо, далее накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 3 лицевые, следующие 2 вместе провязываем 1 лицевой петлей с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, следующие 2 лицевые провязываем 1 петлей с наклоном влево, 2 лицевые и кромочная, 20 ряд изнаночные, петли провязываем по рисунку, накиды изнаночными, 21 ряд, кромочную снимаем, далее лицевая, следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном вправо,
лицевой петлей, накид, 2 лицевые, изнаночная, далее 2 лицевые, накид, следующие 2 вместе провязываем с наклоном влево, далее лицевая, следующие 2 лицевые вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, следующие 2 лицевые, накид, и следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном влево. В конце ряда лицевая и кромочная. 22 ряд изнаночный. 23 ряд кромочную снимаем. Следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, изнаночная, далее 3 лицевые, накид, следующие 3 петли провязываем 1 лицевой петлей, меняем местами первую, вторую петелечку и вывязываем лицевую петлю. Накид, 3 лицевые, изнаночная, далее 3 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, и кромочная. 24 изнаночный ряд. Мы связали все 24 ряда нашего узора. Вот какой он получается у нас красивый. Так, с лица. Когда спица и нитка потолще, узор смотрится объемнее. Больше наши дырочки. Очень красиво. Ну и с изнанки идут у нас изнаночные петли. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Всем большое спасибо за просмотры, хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!